Дамы и господа, этот момент настал. Приятное время года, когда разработчики Майнкрафта максимально активизируются и демонстрируют нам новых мобов, за которых мы сможем отдать свой голос на Minecraft Live. Для меня Minecraft Live сравнимо с Новым годом. Не знаю почему, но каждый раз радуюсь как ребенок. В этот раз есть много намеков на мобов, а еще и прямые намеки на тему следующего обновления 1.21. Сегодня про все это поговорим и, возможно, мы окажемся правы. Подписывайтесь, ставьте лайки, а мы начинаем. На официальном канале Майнкрафта выходит шоу под названием Minecraft Monthly. Зачастую в нем Вубуй, это имя ведущего, рассказывает какие-то важные новости по миру Майнкрафта и заодно анонсирует важные вещи. В позапрошлом выпуске Агнес раскрыла дату выхода обновления Тропы и сказки, а в крайнем выпуске Ву рассказал о том, что в первую неделю октября мы узнаем про мобов, за которых мы будем голосовать. В целом все довольно прозаично. Первый день выходит приветственный ролик, в нем нам могут дать намеки на мобов, за которых мы будем голосовать. Также завязывается определенный сюжет. В прошлом году наши крошки исследовали мистические события, каждая из которых намекала на определенного моба. После вступительного видео, каждый последующий день на канале будут появляться ролики, в которых будут конкретно рассказывать про того или иного моба. Последний день – пятница. В этот день выходит видео, в котором резюмируется все, что было в предыдущих видео, а также сюжет подходит к концу. В этом году все должно быть точно так же. Первый вступительный ролик появился на канале Майнкрафта. Предлагаю вам его посмотреть всего лишь 50 секунд. Приятного просмотра. Вы уверены, что это самый быстрый путь до Minecraft Live? Я уверен, это точно кратчайший путь. Может, нас ждут приключения, и мы найдем новых мобов по пути. Но у нас еще много дел перед Minecraft Live. Например, голосование за мобов. Поэтому мы воспользуемся моим суперсекретным коротким путем. Мы будем там в мгновение ока. Я должен сделать небольшое признание. Скажи мне, что мы не заблудились! Я ведь не взял с собой кепку с надписью «Потеряюсь в море». Это так типично для тебя, крошка Ву. Но мы не заблудились. Вместо этого мы отправляемся в приключения. Ура! Для начала скажу, я максимально рад, что разработчики учли все предыдущие ошибки, и теперь, скорее всего, в каждом ролике будут делать сноски. Например, в этот раз они написали, что корабль фикция. Он не будет работать в Майнкрафт, если его построить. И в планах такое добавлять тоже нет. Если кто вдруг забыл, в прошлых голосованиях люди думали, что вместе с сияющим спрутом нам добавят и подводную лодку. Решение отличное, хотя очень прискорбно осознавать, что такое пришлось делать, и что люди настолько верят всему, что показывают на экране. Теперь давайте я немного расскажу вам о том, какие же будут мобы в этом голосовании. Сам Джеб нам про это рассказал. Дело в том, что для Китая существует особая версия. Там свой лаунчер, свои карты, события и еще много всего. Для них каждый год проводится свое особое мероприятие – конференции разработчиков Майнкрафт. Нет, там не рассказывают про новые обновления и не добавляют голосования. Они рассказывают о планах, о том, что хотят сделать, но конкретно про сам китайский Майнкрафт. Кроме Джеба, других привычных Java разработчиков на этой конференции не было. Когда Джеб выступал, он решил немного рассказать о том, что нас ждет и за каких мобов мы будем голосовать. Можете сами посмотреть. В Стокгольме и Редмонд мы уже вовсю готовимся к Minecraft Live 2023. Трансляции будут проходить 15 октября. Мы расскажем про геймплейные нововведения, которые коснутся ванильной игры, инструментов и всего прочего. Как и в прошлом году, в этом году тоже будет голосование за мобов. К сожалению, я не могу рассказать, за кого вам придется голосовать, но могу сказать, что это будет 3 разных милых животных. Все верно, с этого заявления мы можем понять, что голосовать мы будем только за дружелюбных животных. Не думаю, что милые мобы могут быть враждебным к игроку, хотя у нас есть дельфины, которые нейтральны, но одновременно милые мобы. Они могут привести нас к сокровищу, а могут и нанести урон целой толпой, если ударить одного дельфина. Были, конечно, в интернете сливы о том, что это будут утки, бобры, капибары и еще много-много чего. Но KingBdogs, один из ведущих разработчиков Java Minecraft, в своем твиттере написал, что все сливы, которые он видел, были фейковыми. В это я верю на все 100%. Брэндон никогда не был замечен во лжи. Так что прошу, не ведитесь на все это вранье. Также мне кажется, что Агнес, Ву и Йенс 100% будут плавать в воде и сходить с корабля на сушу. Не зря же в начале видео нам написали о том, что крохи были специально обучены прыжкам в воду и лазанию по лестницам. Возможно, они будут плыть к различным островам,
островам, на которых будут встречать мобов, а потом сходить на берег, спускаясь по лестнице. От себя скажу, что одним из первых мобов может быть чайка, медуза или морской котик. Если насчет первых двух я сильно сомневаюсь, я просто не вижу в них ничего милого, то морской котик вполне себе отличный вариант. Но это только мое предположение. Для кого-то и Мурена будет милой рыбкой. Единственное, в чем точно можем быть уверены, что один из мобов будет находиться в биоме саванны. Это уже не я придумываю, сообщество Майнкрафта смогло найти вот этот фон. На нем изображен нос корабля, а также саванна. Имя файла — коричневый задний слой. Найти этот фон можно по адресу launchercontent.wording.com/testing/images. Все бы ничего, но меня как раз смущает категория тестинг. Возможно, эта картинка как раз вырезка из будущего видео, а может просто тестовый задник для проверки работоспособности страницы с голосованием. Узнаем уже в ближайшее время. К слову, все важные события и новости, связанные с Майнкрафтом, я рассказываю у себя в телеграм-канале. Ссылку найдете в описании или закрепленном комментарии. Заходите, там интересно. Теперь давайте я немного включу режим сумасшедшего конспиролога и попытаюсь узнать, какая же тема следующего обновления. Еще до сегодняшнего видео, в котором наши крохи решили уйти в плавание, я немного анализировал ту самую китайскую конференцию разработчиков. Мне было интересно, вдруг нам дадут какие-то интересные намеки помимо милых животных. Я зашел на официальный сайт и первым делом увидел очень красивый морской арт. На нем Стив и Алекс плывут на корабле. В частности, сам Стив вылавливает иглобрюха. Все очень красиво и стандартно, ровно до двух моментов — акула и морская звезда. Не спешите думать, что это мобы на голосование. Акула не подходит под описание из-за того, что это далеко не милые и точно не животные. Это хрящевая рыба. Морская звезда точно милый моб, но это тоже не животное. Тем более, слишком уже этот моб выглядит примитивно. Но уже немного настораживает факт того, что опять корабль и опять морская тематика. Затем на официальной странице этой конференции есть очень интересное изображение. На нем показаны ключевые темы, которые будут обсуждаться. Последнее, четвертое, с иконкой ножниц, сказано следующее: освоение новых голубых океанов или разработка новых голубых океанов. Я прошу прощения, китайский я не знаю, и быть может это вообще неправильный перевод. Возможно, есть особый контекст или это вообще какой-то фразеологизм. Но вот после сегодняшнего ролика, где наши крохи отправились в морское путешествие, я решил все же сопоставить эти факты. Везде присутствует морская тематика, океаны и плавание. Возможно, нас ждет морское обновление 2. К слову, оно было действительно очень крутым. Не исключено, что это только моя фантазия разыгралась, и я выдаю желаемое за действительное. Никто ведь не запрещает это делать, верно? Пока писал этот текст, узнал о том, что в этом году разработчики даже создали особый дискорд-канал, который посвящен Minecraft Live. Чего-то особенного я там не увидел, но есть отдельный чат, где можно пообщаться на английском языке и пообсуждать новых мобов. Ссылку, если что, я оставил в описании. Если вы еще помните тот самый Minecraft фестиваль, то спешу вас огорчить. Изначально его объявили перед пандемией на Minecon Live 2019. Фестиваль должен был проходить в 2020 году, но из-за пандемии его пришлось отложить до 2022. В 2022, как вы знаете, его отменили. По сей день разработчики не давали никакой информации, когда же он все-таки состоится. Если же у вас возник вопрос, где, когда и как отдать свой голос, то все просто. Начиная с пятницы 13 октября и заканчивая 15 октября, вы сможете проголосовать. На выбор у вас есть три опции: проголосовать в лаунчере, на официальном сайте или же на особом сервере Bedrock издания Майнкрафта. Для каждого из трех опций вам понадобится лицензия игры. Добавлю, что голосовать могут даже те люди, у которых есть доступ до Майнкрафта через подписку Xbox Game Pass. Как думаете, что за мобы нас ожидают? И какая тема следующего Майнкрафт обновления? Пишите свои мысли в комментариях, я с радостью почитаю. Мне интересно узнать ваше мнение. Ждем следующих роликов, а пока можете посмотреть вот эти, они тоже очень интересные. В описании есть плейлист, который посвящен всем видео с темой Minecraft Live 2023. Можете посмотреть. Подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокольчик, и как всегда, еще услышимся!